Без пропуска на оружие в Неомока ты попадешь в гача-ловушку. В этом видео мы разберем, насколько вообще честно устроено получение оружия в Неомока, потому что именно от этого зависит, насколько комфортно тебе будет играть и развиваться. Начнем с базы. Оружие — это основа всего геймплея. С ним ты будешь проходить все активности и в целом играешь. Поэтому способ его получения напрямую влияет на баланс и ощущение от игры. Всего есть несколько способов получить оружие. Первый — это стартовые варианты. Вначале тебе дают базовое оружие как скорострел, которое очень простое в использовании. По мере прохождения открывается еще одно, вроде хедбэнгера. Это сделано для того, чтобы игрок мог спокойно начать и понять основы. Но основной способ — это сезонные пропуски. В игре есть отдельные пропуски, в которых можно получить новые виды оружия. Чтобы их открыть, нужно просто играть, выполнять задания, набирать опыт и повышать уровень. То есть система максимально простая. Ты играешь, повышаешь уровень, получаешь оружие. И здесь все выглядит довольно честно. Нет обязательного доната, нет сложных условий. Если ты активен в сезоне, ты гарантированно получаешь новое оружие. Но есть один момент, который сильно меняет ситуацию. После окончания сезона все оружие из пропусков уходит в гачу. Это значит, что если ты не успел получить нужное оружие вовремя, дальше ты уже не можешь забрать его напрямую. Единственный способ на данный момент — это гача-дропы, которые ты открываешь и получаешь случайное оружие. Шансы на первый взгляд выглядят нормально, примерно 50% на один вариант и около 32% на другой. Но важно понимать, это шанс, а не гарантия. Ты можешь выбить нужное оружие сразу, а можешь не получить его долгое время. И это уже не зависит от твоего скилла или активности, только от удачи. Ситуация усложняется тем, что оружие со временем становится больше. На старте их будет около 7, затем каждый сезон добавляют еще примерно 3. В итоге шанс получить конкретное нужное оружие снижается. Теперь про баланс. Разработчики хотят сделать так, чтобы каждое оружие было полезным и имело свою роль. Это правильный подход, но реализовать его будет очень сложно. Уже есть примеры, когда отдельные виды оружия оказываются сильнее других. Например, Zapsicle, который дает постоянное лечение и позволяет играть более агрессивно и безопасно одновременно. Если такое оружие выпадает в начале, игрок получает заметное преимущество. Если нет, он просто играет слабее. И в этот момент рандом начинает влиять не только на разнообразие геймплея, но и на силу игрока. Если собрать все вместе, получится следующая картина. У вас есть стартовое оружие, чтобы начать игру. Есть пропуски, где ты гарантированно получаешь новые виды оружия. И есть гача, через которую ты добираешь все остальное. На бумаге система выглядит нормально, но по факту она делится на два сценария. Если ты играешь в сезон, ты спокойно получаешь нужное оружие. Если пропускаешь, дальше все зависит от рандома. В итоге нельзя сказать, что система полностью нечестная. У нее есть плюсы. Основной прогресс завязан на игре. Нет прямого pay to win, то есть оружие можно получить без доната. Но есть и слабые стороны. Сильная зависимость от рандома после сезона, нет полной гарантии получения нужного оружия и влияние удачи на силу игрока. Поэтому ощущение системы будет разным. Кто-то будет играть спокойно и получать все вовремя, а кто-то столкнется с тем, что нужное оружие просто не выпадет. И именно от этого зависит, будет ли игра ощущаться честной или нет. Все будет решать то, как разработчики доработают эту систему дальше. Добавят ли больше гарантий и смогут ли удержать баланс между оружиями. Напишите в комментариях, как вы относитесь к таким системам. Нормально ли получать оружие через рандом, если нет доната, или все-таки хочется больше контроля. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь. В следующих видео мы продолжим разбирать другие системы Неомока. Ну а с вами был Погодиш. Спасибо всем за просмотр. Всем пока!